Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Национальное достояние превращается в национальную обузу. Путин может разделить «Газпром» как Рузвельт, Стандарт Ойл. Александр, что вы на это скажете? Я скажу, что у издания «Свободная пресса» прекрасные авторы заголовков. Заголовки замечательные, очень привлекающие внимание, сразу хочется зайти и прочитать. Да, они желтушные, прям вот в усмерть желтушные, прям такого ярко-желтого цвета. Но со своей задачей справляются. Люди заходят, люди читают, а мы теперь вот обсуждаем. Давайте чуть подробнее, что мы обсуждаем. Понятно, мы будем не столько статью на «Свободной прессе» обсуждать, сколько доклад. Сейчас, смотрите, будет рассказ в стиле дома, который построил Джек. Итак, «Свободная пресса» написала статью по материалам, которые опубликованы в российских изданиях, которые пересказывают статью в Financial Times, которая излагает тезисы доклада, закрытого доклада, который распространяется внутри «Газпрома», предназначенного там то ли для внутреннего использования, то ли для демонстрации правительственным органам, как «Газпром» собирается меняться. То есть у нас есть доклад, якобы у Financial Times, есть закрытый доклад, который придумали в «Газпроме», составили, опубликовали, составили, распечатали и стали друг другу показывать. И Financial Times тоже так хопа и подсмотрели. После того, как Financial Times этот доклад пересказала, его начали пересказывать наши издания крупные, ну и потом издания менее крупные уже вот с этими пересказами свое авторское видение начали тоже публиковать. Вот мы пересказов в данном случае прочитали. Потом начали рыться, откуда же это все взялось. Дошли до Financial Times. Financial Times захотел $4 за доступ к этой статье. Мы бы даже заплатили $4, но принимать российские карты они не хотят. Это, сами себе злобные буратино. Поэтому будем принимать на веру то, что пересказывали наши издания, которые нашли возможность $4 заплатить за доступ к этой статье. Эти издания не «Свободная пресса», хотя к «Свободной прессе» мы еще возвращаться смеха ради будем. И вот начнем смеха ради с одного из тезисов, который высказан был в статье у «Свободной прессе», а именно беспристрастный показатель курс акций. Там авторы излагают следующее, что у «Газпрома» огромные проблемы, у «Газпрома» огромные убытки, и да, эксперты пытаются, мол, замылить глаза всякими рассказами о том, что РСБУ – это без учета, это, собственно говоря, убытки только головной компании, а есть еще дочерние предприятия, которые не учитываются, финансовое состояние которых не учитывается в РСБУ, поэтому головная компания по РСБУ, российской системе бухгалтерской отчетности, продемонстрировала убыток порядка 1 триллиона рублей. Вот, мол, эти эксперты – это плохие эксперты. А есть объективный показатель – курс акций. На момент написания статьи, от которой мы тут оттолкнулись, курс акций был 64 рубля. И авторы говорят, вот, а перед СВО курс акций был там 340 рублей, а теперь 164, съели. Видите, объективный показатель. Дорогие друзья, если вдруг вы нас смотрите, просто курс акций – это максимально необъективный показатель. Он вообще не показатель ничего и никогда чаще всего. Есть масса причин, почему курс может идти вверх, может идти вниз. Например, перед тем, как выплачиваются дивиденды, это общее соображение, которое не касается напрямую только «Газпрома» и вообще может не касаться «Газпрома». Но перед тем, как компания выплатит дивиденды, после компании, давайте так, выплачивают дивиденды. И держатели акций получают эти дивиденды. Есть определенный срок, до которого вы можете купить акции и получить дивиденды. И, как правило, к моменту, когда приближается вот этот вот срок, цены взлетают, потому что акции покупают наиболее активно, особенно если компания объявила о хороших дивидендах, или аналитики говорят, ребята, мы тут посидели, посчитали, прибыль у компании будет такой-то, скорее всего, на дивиденды она отправит вот столько-то, столько-то. И все такие, здорово, бежим, берем, покупаем. После того, как дивиденды выплачиваются, курс акций резко снижается.
Потому что люди такие дивиденды получили и начинают акции продавать. Это называется зафиксировать прибыль. Все, прибыль мы зафиксировали, мы дивиденды получили, мы акции продали, вот у нас столько-то денежек образовалось. О чем это говорит относительно финансового, финансового положения компании? Ничего. Просто ничего вообще. Могут быть новости в стиле: уважаемые мировые аналитики говорят, что газ в 2027 году никому не будет нужен. И все такие: боже мой, газ никому не будет нужен в 2027 году, бежим, продаем акции. Акции продают, потом выясняется, что аналитики ошиблись, другие аналитики выходят и говорят: нет, ребят, в 2027 году газ еще будет нужен. Бегут, покупают акции, курс растет. То есть связывать курс акций с финансовым положением компании – это, мягко скажем, очень смело. И говорить о том, что курс акций – это некий объективный показатель, это тоже очень смело. Курс акций является одним из маркеров состояния дел в компании. Разумеется, если акции падают, находятся на дне, и если мы видим еще массу маркеров, если мы видим еще массу показателей, которые говорят о производственной активности, об инвестиционной активности и еще много-много-много-много чего, вот если мы это все видим, мы можем делать вывод какой-то о состоянии дел в компании. Это не к тому, что у «Газпрома» нет проблем. У «Газпрома», очевидно, есть проблемы. Потеря огромного рынка сбыта – это проблема. Но когда вы слышите, видите, было 340 рублей, а теперь 164, падение, это значит, ой-ой-ой, все плохо. Так, дорогие друзья, во-первых, когда мы записываем это видео, курс акций упал ниже 145. Вот как раз на фоне вот этих вот новостей. Кстати, эти новости как повлияли на объективные показатели? Никак. Люди схватились за голову и побежали продавать акции. А незадолго до того, месяц-полтора назад, курс акций приближался чуть ли не к 190 рублям за одну акцию. Почему? Потому что переговоры Россия, США, потепление, поставки газа могут увеличиться, Штаты купят Северный поток-2, значит, Европа будет покупать российский газ. Здорово, бежим покупать акции «Газпрома», потому что вскоре все изменится. Что, простите, поменялось в финансовом положении компании за прошедший месяц, два, три? Ничего, по большому счету, не поменялось. Но ожидания изменились. Ожидания, которые диктуются в том числе вот этими новостями. И их интерпретации у специалистов той или иной глубины погруженности в данную тему. Кто-то больше погружен, кто-то придумывает хорошие заголовки. Так бывает. Вот. А самое смешное здесь, что в конце 2024 года курс акций «Газпрома» падал почти до 100 рублей за акцию. И прогноз на конец 2024 года был порядка 165 рублей за акцию. Ну вот, авторы пишут 164. Ну так, ребят, это же соответствует прогнозу роста. Кстати, в этом году тоже есть прогноз роста курса акций, но это ладно, мы не об этом. Это просто краткий пример того, почему нельзя цепляться за один показатель и делать вид, как будто это показатель объективный. Он максимально не объективен. Что касается того, а что ж там за разделение? Самое смешное, что реформы в «Газпроме» прямо противоположны смыслу заголовка о разделении «Газпрома». Еще раз, заголовок прекрасен, хочется бежать читать. В этом назначение заголовка, чтобы пошли, почитали, восхитились. Но он прямо противоположен содержанию. То есть, если верить, что Financial Times получили какой-то доклад, то в этом и правильно изложили его тезисы, то там говорится следующее. Во-первых, в «Газпроме» очередная реформа департаментов, управлений. И, кроме того, «Газпром» собирается перейти на иную модель управления вообще. Ну, реформы департаментов – это следующее. Убираем эти департаменты, на их месте создаются другие департаменты. Два департамента, допустим, сливаем в один разделяем. Ну, в общем, какое-то такое вот происходит. Какие-то такие происходят изменения. Мол, в «Газпроме» собираются упразднить несколько департаментов, а на их месте, читаем дальше, на их месте собираются создать, фактически единое управление, которое будет заниматься финансами, бухгалтерскими задачами, вот всем вот этим. Это, кстати, к вопросу о том, что собираются, кроме прочего, уволить 1600 сотрудников головного офиса.
друзья, в «Газпроме», в группе «Газпром», и сейчас о группе «Газпром» будет чуть подробнее сказано, работает почти 500 000 человек. 1600. Все желающие могут посчитать, какой процент от общего количества сотрудников, ну хорошо, не 500 000, а там 480 с лишним тысяч. Вот какой процент от этого общего количества сотрудников, вот эти 1600. При всем уважении к этим сотрудникам, но делать вывод из вот этого увольнения, что, о боже мой, там такой ужас творится, невозможно. Невозможно хотя бы из-за того, что это даже не статистическая погрешность, это на фоне вот общих показателей это количество незаметно. А во-вторых, смотрите, если вы реформируете некие департаменты, в рамках реорганизации предполагается консолидация 8 административных единиц, каких конкретно не уточняется. Однако указывается, что будут объединены отвечающие за международное сотрудничество и капитальный ремонт инфраструктуры. То есть создается некая новая структура. О, кстати, давайте об этом. Ранее объявленная главой «Газпрома» Алексеем Миллером инициатива корпоративной реформы по централизации сервисных функций теперь дополняется созданием единого хаба для налогового, юридического и казначейского блоков. Теперь про увольнение 1600 человек. Я даже не сомневаюсь, что часть этих сотрудников действительно будет просто уволена из структуры. Но если вы создаете новую структуру, вот упраздняется предыдущая некий департамент, некое управление, то по идее, особенно если это новое юридическое лицо, вы человека должны уволить официально, чтобы он перешел в новую структуру, потому что это новое юридическое лицо. И его уже тут же берут на работу в это новое юридическое лицо. При том, что чисто физически человек может даже не сдвинуться из своего кабинета. Новое юридическое лицо образовалось где-то вокруг него. Он подписал одну бумагу, он подписал вторую бумагу. Это к вопросу о том, что доклад – это прекрасно, пересказ – это замечательно, общая истерика – это вообще восхитительно. Ну вы же не зря зашли посмотреть этот ролик. Что ж там с «Газпромом» происходит? Что с ним происходит? Я думаю, очень многие лидеры общественного мнения и записали ролики, и еще запишут по этому поводу. Но проблема вот в чем. Что там происходит, однозначно сказать невозможно из того, что нам известно. Увольнение даже 1600 сотрудников может быть не увольнением, а просто увольнением с целью перевода на новое место работы, потому что предыдущее место работы было упразднено. Все, кто увольнялся из одного ООО, на месте которого создается тут же другое ООО, не дадут соврать, что такое, знаете, иногда бывает. Вот ты тут уволился, вот ты тут же уже принят на работу. В то же время, просто в тот же день. Далее. Самая смешная деталь. Мы ее оставили на потом и на самый конец этого ролика. Самая восхитительная, я бы даже сказал, деталь. Я надеюсь, тайм-коды проставят. Самая смешная деталь. Мне кажется, так надо ее назвать. Эту часть видео. Так вот. Заголовок у свободной прессы прямо противоположен сути реформ. Потому что, как я уже сказал, меняется стиль управления, модель управления внутри «Газпрома». Опять же, если мы доверяем Financial Times вдруг и говорим, да, у Financial Times настоящий доклад, настоящая, значит, вот эта вот структура, которая меняется в «Газпроме». Предположим. В таком случае речь идет не про разделение, а про консолидацию активов, дорогие друзья. Вот сейчас «Газпром» представляет собой группу компаний, в которой есть ПАО «Газпром», есть ПАО «Газпромнефть», есть ПАО «Газпром Энергохолдинг». То есть есть компании с большой степенью свободы управления, со своей фактически бухгалтерией, со своей инвестиционной программой. То есть они как бы в группе, но они немножечко отдельно, потому что они специализированы, ну вот «Газпромнефть», очевидно, занимается нефтью, ПАО «Газпром Энергохолдинг» занимается электроэнергетическими активами и тепловыми активами, группа «Газпром», ну, например, Мосэнерго, МОЭК и еще там ряд компаний. В общем, ладно, сейчас, чтобы я номера ТГК и ОГК не перепутал, ТГК и ОГК еще в составе присутствуют. Вот.
А теперь «Газпром» собирается все эти структуры, вот их свободу немножечко снизить и перевести все в единую вертикаль, интегрировав систему управления этих компаний в свою общую систему управления. Ну и для этого, в том числе, видимо, опять же, видимо, производятся реформы вот этих вот управленческих структур «Газпрома», чтобы, извините за выражение, проще поженить вот все эти структуры, которые есть в «Газпромнефти», которые есть в ПАО «Газпром». Кстати, что характерно, если вам уж не нравится тот факт, что по РСБУ это отчетность головной компании, которая там 1 триллион рублей убытков демонстрирует, и вам какие-то эксперты, которые вам не нравятся, предлагают ждать МСФО, которая консолидированную отчетность вам даст, то, подумайте, а может быть, в том числе с этим связано это изменение, которое мы вот наблюдаем. Чтобы разница между РСБУ и МСФО была не столь радикальной, как намечается по итогам 2024 года, чисто теоретически, пусть наши уважаемые зрители, которые специализируются на вопросах, связанных с бухгалтерией, напишут в комментариях, что они по этому поводу думают. Невозможно, знаете, разбираться еще в бухгалтерии тут вот. То есть мы видим в данном случае поразительную вещь в череде поразительных вещей, которые мы наблюдали в предыдущие годы. Опять почему-то у Financial Times, у Bloomberg, у Washington Post и у прочих столь же уважаемых изданий обнаруживаются какие-то секретные доклады, какие-то тайные записки, какие-то аналитические прогнозы, которые столько для служебного использования, но по какой-то причине они за пределы вот российских энергетических компаний выходят и оказываются в распоряжении западной прессы. Удобно. И прямо немножечко поразительно. Прям, знаете, сразу хочется порадоваться за... Я даже не знаю, за кого. Наверное, за документооборот, за... Ваши предложения, за кого в данном случае стоит порадоваться, ждем в комментариях. А пока заметим следующее. Мы сейчас принимаем на веру текст данного доклада в пересказе Financial Times, в пересказа Financial Times нашими изданиями. Мы немножечко критикуем пересказ пересказа, в котором объективный показатель – это акции. Друзья мои, не смешно, просто не смешно. Акции как объективный показатель. Вот. Но мы обращаем внимание на следующее. Такое резюме из всего ранее сказанного. Если даже данный доклад является вот прям абсолютно истинным, то он может свидетельствовать о реформировании управления внутри «Газпрома» и не более того. Он даже не говорит о количестве сотрудников, которые выйдут за периметр группы. Может, их, кстати, будет больше, чем 1600. Может, часть непрофильных активов настолько сильно отвалится, что мы все ужаснемся. Можно, конечно, попинать информационную политику группы «Газпром», которая позволяет такого рода сливы. Но, с другой стороны, а вдруг данный слив – это часть информационной политики, неизвестно для чего, даже не будем пытаться задуматься. Но из этого слива вообще ничего не говорится о состоянии и о перспективах группы. Просто ничего. Да, в очередной раз меняется система управления. На моей памяти там система управления менялась за последние лет 15, раза 3 как минимум. Самое забавное было это, когда департаменты потеряли название, приобрели номера. Типа там департамент 304, департамент 110. Там, чтобы никто не догадался. Вот. Это было очаровательно по-своему. Глава департамента. Какого департамента? Чем занимается? Неважно. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Александра Фролова, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, всего хорошего. И, друзья мои, подпишитесь на мой личный телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и на телеграм-канал «Инфотек». Вам не сложно, мне приятно. Всего хорошего.